Трое сестер, гуляя по улице, увидели борющегося за жизнь, грустного, бездомного котенка. После того, как его нашли и забрали к себе домой вместе с другими пушистыми животными, у потерянного котенка образовалась очень сильная связь с одной из красивых сибирских хаски, живущих в этом доме. Мало кто знал, что вскоре этот грустный, борющийся с жизнью котенок, вырастет отважным псом, но с очень своеобразным поведением. Тообуи, девушка, которая увидела котенка, была гораздо больше, чем просто любительницей животных. Она спасала животных на протяжении многих лет. Когда она и ее сестры Ти и Трам наткнулись на потерявшуюся кошечку, не теряя времени, забрали ее к себе домой. Сердце Тообуи было разбито, когда она обнаружила котенка в полном одиночестве. Так как она раньше заботилась о котятах и щенках, и у нее был определенный опыт, она смогла определить признаки истощения и вялости и поняла, что котенку необходима помощь. Тоа приняла его с распростертыми объятиями и назвала милого, приятного котенка Рози. Та была готова сделать все возможное, заботясь о ней, чтобы спасти эту милую бездомную кошечку. Как и любому ребенку, Розе было жизненно важно правильно питаться, чтобы развиваться и расти, и тем более было видно, что она не доедает. Опытный спасатель животных хотела помочь Розе любым возможным способом, но это оказалось намного сложнее, чем она ожидала. Тоа Буи говорит: когда к нам пришла Рози, мы пытались позаботиться о ней, но ничего из того, что мы делали, не работало. Она думала о том, что могло бы помочь этому маленькому котенку чувствовать себя более комфортно. Именно тогда-то решила мыслить нестандартно и пригласила особенного помощника, сибирского хаски Лила. То начало нервничала, думая, что Рози не выдержит еще одну ночь, не поев нормально. Как только Тоа привела свою любимую собаку, хаски Лила, для котенка Рози все изменилось. Лила часами не отходила от Рози, и между ними сразу возникла особая связь. Рози наконец-то была готова к кормлению. В поисках еды маленькая кошечка пыталась найти соски Лила. Котенок чувствовал себя в безопасности с Лила, и было ясно, что Лила чувствует то же самое с Рози. Лила часами лежала рядом с Рози и даже не вставала, чтобы поесть. То даже и представить не могла, что произойдет дальше между двумя милыми существами. То говорила, что Лила никогда не была и не могла быть матерью по некоторым причинам. Но когда дело дошло до заботы, материнские инстинкты хаски оказались невероятно сильными. Когда Рози наконец-то почувствовала себя в безопасности от радушного тепла и комфорта Лила, она начала мяукать, будто требуя немного молока. Похоже, они оба заполнили недостающее место в сердце друг друга. Душераздирающая связь милого котенка и хаски оказалась настоящим спасением. Кто сказал, что кошки и собаки всегда враждуют? Сначала Тоа думала, что будет просто ухаживать за маленькой кошечкой, пока она не поправится, чтобы отдать ее в добрые руки, но, похоже, у двух питомцев были другие планы. Никто и подумать не мог, что сибирский хаски будет так хорошо ладить с трехнедельным котенком. Эти двое воссоединились, как мать и дочь, в мгновение ока Лила и Рози стали неразлучны. Задолго до того, как появилась Рози, котенок, Лила, хаски, была частью стаи из трех очаровательных хаски, которых звали Инфинити и Мика. Инфинити, Мика и милая, заботливая Лила были одной стаей и все делали вместе. Итак, когда к группе присоединилась Рози, приняли ли они ее? Оказывается, что у Рози была особая связь не только с Лила, но и с двумя другими хаски. Удивительно, но все они приняли друг друга как часть стаи и стали лучшими друзьями. Котенок повторял все, что делали собаки. Тоа оставляла Рози дома всякий раз, когда выгуливала собак. Однажды Тоа и ее сестры, вернувшись домой с прогулки, заметили, что котенок был грустным. Именно тогда одна из сестер Тоа придумала креативную идею. Они решили прощупать почву и взять Рози с собой в один прекрасный день. Когда Рози видела, что Лила и собаки выходили на улицу, чтобы сходить в туалет, она делать все то же самое. Когда собак вели на прогулку на поводке, Рози тоже хотела быть на поводке и ходить с ними. Они были не просто лучшими друзьями, Рози смотрела на них всех и училась тому, как прожить свою лучшую кошачью жизнь глазами собаки. Хрупкий котенок, потерявшийся на улице, вскоре превратился в бесстрашную маленькую хаски. Тоа также воспитывала и других кошек вместе с Лила, но когда пришло время решать, что делать с теперь уже уверенным и смелым котенком, она оставила это решение на усмотрение своих преданных собак.
Лила, их лидер, Инфинити и Мика приняли котенка, и Рози стала частью стаи. И Тоа, глядя на это, решила оставить котенка. Милая и глупая кошечка верила, что она сама собака, и нашла в своей стае ощущение дома. По мере того, как Рози росла, связь стаи становилась все теснее и крепче. Лила произвела на Рози такое сильное впечатление, что она начала относиться к ней как к матери и заботливой наставнице. Довольно мило и забавно, что Рози считает, что она хаски, как ее мать Лила и ее братья и сестры Мика и Инфинити. Но даже если Рози думает, что она собака, ведет ли она себя как кошка? У нее есть определенные кошачьи повадки, потому что в доме живут и другие кошки, но в глубине души она собака. Ее вырастила хаски, и Рози переняла все характерные черты Лила. И что еще более забавно, у Рози появилось гораздо больше собачьих черт, чем просто прогулки на поводке и использование туалета на открытом воздухе. Они не только едят вместе вчетвером из одной миски и вместе гуляют на поводке, но и путешествуют всей семьей. Конечно, Рози всегда будет кошкой по своей природе, но ее воспитала стая хаски, и она привязалась к их любви так, как никто и не ожидал. Она не только доказала, что кошки и собаки не всегда дерутся, но и разрушила все стереотипы, показав, что не боится воды. Отношение Лила и Рози тронуло не только их сердца, но также эта бесценная история тронула сердца людей во всем мире. Семья Буи держала всех в курсе происходящего с помощью социальных сетей, и люди могли наблюдать за их приключениями и наслаждаться безусловной любовью. С тех пор, как Рози выросла и стала важной частью пушистого семейства, она стала помогать воспитывать других милых котят, которых та забирала с улиц. Также им помогала Лила. Рози явно предпочитает щенков, так как считает себя одной из них, но даже несмотря на это, потерянный котенок, который когда-то был ребенком, стал хорошей мамой. Похоже, учения Лила передались Рози. Она начала заботиться о котятах, и, хотя у нее никогда не было собственного помета и молока, она проявляла материнскую заботу. Лила и Рози вдвоем показали истинное вдохновение в том, как далеко может зайти немного сострадания и тепла.